Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что произойдет со дня на день для вашего знака зодиака. И, конечно, останемся реалистами. И даже, судя по вашим комментариям, кто-то пишет, а у меня вообще ничего не проигралось. Ну и такое бывает. Кто-то пишет наоборот, это уже произошло. У кого-то за пару дней, а у кого-то эта история растягивается на более долгий период. Как все в нашей жизни, все неоднозначно, да? Поэтому будем реалистами. Но рассмотреть альтернативный вариант всегда стоит. Особенно, когда живешь в эпоху перемен. И я так думаю, для вас что-то альтернативное? Ну, наверное, сам Бог велел. Вот есть такая фраза, правда? Итак, смотрим. Смотрю я, что нам подскажут карты, и вы тоже, какие значения совпадают. Никогда не знаешь, что вот эти маленькие карты с их рандомными значениями. Что там выпадет? Что вас ждет? Что ждет Водолея в ближайшие дни? С чем будут связаны эти события? Так, вот у вас уже совпадает, и, напомню, мы в нашем пасьянсе можем крайние ряды или крайние карты складывать. Роза – любовь, мои дорогие, любовь. Любовная история какая-то, может быть, личная. Или когда гармония в отношениях, в уже сложившихся. Может быть, у кого-то и новое знакомство, почему нет, мы все разные. Но личная жизнь нам как будто напоминают. Не забудь, Водолей, о личной жизни. Поэтому, если вы несколько заработались, пора вспомнить это точно. Смотрите, выпадает карта, точнее, значение креста. И это как по судьбе. Вот кто знает, может быть, и знакомство какое-то внезапное. Или любовь с первого взгляда. Ну, такое тоже бывает. Ну и я, если так абстрагироваться, может быть, любовь – это любовью, будем говорить, правда? Но вообще тут будьте внимательны к людям или к тому, что происходит вокруг вас. Будьте также внимательны к новостям. Вам придется что-то анализировать, потому что все, что происходит, это не просто так. Зачем-то либо это вам нужно, может быть, решить некоторые темы, разобраться. Но кто знает, может быть, и продолжение какое-то следует. Может быть, и как оказия, его величество случай. А тут, смотрите, вам выпадает кубок. Гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. Или какие-то люди могут попросту прийти в ваш дом. Может быть, и вы куда-то засобираетесь. Кто-то уже собирается и готовить документы, и, возможно, очень далеко. И так бывает. И у вас, смотрите, часы, добрые перемены. Вот, наверное, любовь, добрые перемены. Будем надеяться, любовь правит миром, и все будет у нас хорошо, у всех. Поэтому даже и личная жизнь как-то тоже выходит на новый виток отношений или, может быть, новый этап. Кто-то будет знакомить родителей, к примеру, да, кто-то будет планировать проживать вместе. То есть какие-то перемены с личной жизнью явно я тут вижу, причем такие добрые, вдохновляющие. Но, повторюсь, у кого-то это, ну, просто как разрозненные, сами по себе значения, да. Ну, вот есть и дела семейные, есть еще и дела, которые касаются ваших достижений. Достижений точно. Смотрите, мои дорогие, у вас выпадает солнце. Это выбор правильного направления, всегда об этом говорю. То, что вы сейчас определяете для себя, на 6-8 месяцев будет иметь принципиальное значение. Нельзя, вот, видимо, прожить просто так. Или, ну, не задумываясь, что же вокруг происходит, как это отражается на моей жизни. Все имеет свой смысл. И правда, как будто вот интересный расклад, у вас все в крайних рядах, ну или почти. Выпадает книга. Это официальное учреждение. У кого-то учреждение образования, у кого-то согласование с чиновниками, может быть, и юристы, у кого-то адвокаты. То есть это те люди, которые призваны нам чем-то, возможно, посодействовать, помочь или прояснить какую-то тему, вопрос. В принципе, любое может быть учреждение, куда и вы отправляетесь.
Ну, это может быть еще и какая-то история, которая была до этого времени, и, может быть, вы будете что-то прояснять и дальше. Вот это не может быть обязательно что-то новое, а это, опять же, может быть и продолжение каких-то предыдущих задумок ваших, но, может быть, что-то не получалось осуществлять, а тут как раз получается, потому что добрые перемены. Все происходит в свое время, мои дорогие. Что у вас еще совпало, смотрю? Не вижу я пока, а нет, извините, вижу спокойное течение жизни. Вот интересный расклад. Напишите мне в комментариях, а что это там у вас? Вот такое, как бы так редко бывает, наверное, впервые, когда больше сходится в крайних рядах. Но неважно. Отчасти это может, кстати, напоминать, если сразу вот, да, это значение не совпало, но это правда какая-то, ну, история или тема как в затяжку. Не так все быстро. Может быть, это к чему все идет, мои дорогие? К тому, что и добрые перемены, и как новое направление, какие-то судьбоносные, мои дорогие, добрые перемены. И это касается и личной жизни, и опять же, солнце ваших достижений, а у кого-то смена места жительства. Вот смотрите, я перемешала колоду перед тем, как делать расклад для вашего знака зодиака. А на дне колоды солнце. Дайте-ка я ее положу. О, пусть будет. Для водолеев два солнца. Я не увидела больше совпадений. Пойдем с вами дальше. И давайте мы узнаем ваше настроение. Ну, видимо, чем-то вы будете воодушевлены, раз солнце. Или что-то получится, или, знаете, иногда как новость приходит. И, может быть, она для кого-то и не очень хорошая, но для вас открывает новые возможности. Будьте вы внимательны, правда, к информации. Значит, что-то вы тут можете, даже если вы, да, добрые перемены, даже если придется как-то действовать не так, как вот вы всегда это делали, или решать какой-то вопрос с альтернативной точки зрения, ну, тогда для вас это солнце. Итак, ваше настроение, мои дорогие водолеи. Ну, карта любящего человека. Хорошее настроение в целом нам говорят. И это и вдохновение, это и творческий подъем, это даже творческий подход к работе, чего бы тут ни касалось, с учетом вот этой карты Солнца, тем более на дне, да, уже вот такая прелюдия была у вас. Время достижений. Но, может быть, это и время принятия важных решений. Опять же, крест, вот я напоминаю еще раз. Ладно, давайте тогда мы с вами узнаем, что прояснится. Вот интересно, что прояснится в ближайшие дни для водолеев. А вот какой-то вопрос ожидания. Карта называется «Служанка в ожидании». Может быть, это вы что-то долгое время ожидали. Либо вы сами от чего-то будете отказываться. Почему? Я не исключаю такой вариант. Или когда долгое ожидание, оно, тем не менее, проясняется. И здесь двояко. У кого-то это такое, знаете, своеобразное, как самоанализ. Зачем мне все это было нужно? И вы будете делать важные выводы, что вы будете сами продолжать, а от чего, вот, как я сказала, откажетесь. Но, может быть, это и, если это был регламент, когда некоторые вопросы и темы, они находились во взаимодействии с другими персонами. И так или иначе вы зависели от решения какого-то человека. Здесь тоже может закончиться ожидание. Это может быть еще и какая-то ваша решимость в новом направлении. Все-таки принцесса Жезлов будет нам говорить о том, что она же перестает ждать, правильно? Она теперь как будто будет заниматься именно своими какими-то делами. Вот вы с чем-то будете определяться, прояснится какой-то вопрос. И жезлы, дела, работа, бизнес. Или что мы хотим уже продолжать. И вам буквально помогают высшие силы. Смотрите, колесо фортуны. Когда выпадает колесо, ну, понятно, фортуна сейчас на вашей стороне. Но помним, мои дорогие, судьбоносные события, новости, информация – все не происходит просто так. Или не случайные случайности. Здесь вам как Вселенная помогает. И колесо так не будет вечно.
Фортуна есть сейчас, когда выпадает эта карта, но это какой-то короткий интервал. Вот помним, да? И если у нас что-то в плюс складывается, значит, нам на это нужно выложить в какую-то более стройную стратегию, а то и тактику. Потому что достигнет пика, как будто колесо поднимается наверх, а потом неизбежно идет вниз. Ну и, наверное, как наша жизнь, она всегда циклична. Вот вы сейчас как на подъеме, эмоциональном подъеме. Возможности к вам приходят. Но вот вам как будто нужно этим воспользоваться и не потерять время даром. Вот смотрите, все то, что я сказала, карта за картой подтверждает. Ладно, что же в личной жизни? Любовь и личная жизнь. Давайте узнаем. Для водолеев. Любовь и личная жизнь. Каковы энергии в ближайшие дни? О, ну тут вы сами. Что-то вы тут будете решать, это факт. Да, кто-то будет к чиновникам обращаться, я уже говорила. Или какие-то инстанции, согласовывать документы. Кстати, у кого-то может быть получение документа, да, вот это служанка в ожидании. Может быть, это вы и чувствовали себя как заложник или заложница какой-то ситуации, но вынуждены ожидать. Могу такое предположить. И теперь вы получаете какую-то бумагу. Или вы сами с чем-то определяетесь. Может быть, вам она уже не нужна. Вы получите информацию, что можете обойти какой-то, ну, как дело, тему, и вопрос будет решаться вообще с другим подходом. Почему нет? Рационализм идет по этой карте. Вы тут что-то можете и сами переиграть, но на любовь, тем не менее, выпадает какая-то конкретика. С чем это связано? И, мои дорогие девочки, это может быть и ваш партнер, но вы-то и сами тоже все-таки король, да? А, Тогда вы будете больше вот в таких мужских все-таки энергиях. Именно вы будете принимать какое-то решение по части конкретного человека. Может быть, даже той дружбы будет продолжаться или нет. А если продолжается, то в каком ключе? Добрая карта, когда нам о себе кто-то может напомнить. И издалека, и как человек, которого мы знали. Может быть, какое-то время нам карты не говорят. И было вот, но я допускаю вот это ожидание. Тогда какие-то важные решения. Может быть, даже вот знаете, как бывает, по каким-то причинам человек исчезает из нашей жизни, а потом судьба словно сводит. А у вас судьба выпадала, поэтому у кого-то может и такая метаморфоза быть. И, может быть, человек возвращается и объясняет, что происходило. У кого-то и так может совпасть. Может быть, и вы сами, с учетом этих двух карт, ведь это карта ностальгия, будете принимать решение по части какой-то своей истории. Вы знаете, для людей семейных шестерка кубков волшебная карта. Или когда у вас уже что-то как устоявшиеся отношения, уже что-то прогнозируемое, планируемое. Или когда вы, в принципе, знаете, к чему идут ваши отношения. Вот, может быть, и придется делать какие-то важные шаги, согласования, решиться, может быть, на что-то. Но вообще это взаимопонимание, это правда, любовь, эмпатия. То есть вот так вот 50 на 50, в зависимости от того, в каком статусе вы находитесь сейчас. Но для тех, кто один или одна познакомиться, это вы можете как раз. И причем так, завершив одну историю, может быть, недавно завершилась, и здесь вам подарит судьба новое знакомство. Я не говорю, что это для всех, но я такого не исключаю. Ладно, давайте на сферу ваших достижений узнаем. Храните тайну, то, что вы намереваетесь сделать. Молчание вам помогает, мои дорогие водолеи. Как будто правда находится в складках между светом и тенью. Слушайте свою интуицию. Здесь может и какая-то правда. Кстати, может быть и о вас где-то правда всплывет. То, что вы скрывали, будьте внимательны. Но и вы можете узнать какую-то тайну. Здесь вам помогает еще такой момент, когда вы умеете для себя создать такое, знаете, как пространство, куда вы можете отступить назад. Как будто взять реванш не совсем по достижениям. Вы теперь, может быть, только определяетесь, но пока вы определитесь с чем-то, здесь тоже нужно хранить молчание. Помните, счастье и удача любят тишину. И вот где-то в первую очередь об этом говорит Верховная Жрица. Еще пока что-то не явно прояснено. Может быть, и будет проясняться шаг за шагом. Колесо фортуны, возможности есть,
Но как это будет развиваться? Будьте готовы к любому развороту событий. И вот этот запасной аэродром, когда мы можем отступить полшага назад, банально говоря. Возьмите день, ну, допустим, кто-то требует вашего однозначного ответа, да или нет. Будете вы в этом участвовать или будете вы брать на себя, мы ведь на достижение, вот этот отрезок работы, а вы это для себя не прояснили. У вас там свои какие-то планы, составляющие. То вот мы не говорим, когда выпадает аркан Верховная Жрица, мы вердиктов не выносим. Мы не говорим однозначно «да» или однозначно «нет», а мы берем своеобразную паузу. И если вы не можете на день взять эту паузу, ну, может быть, 15 минут, когда вы говорите «я подумаю», но именно эти 15 минут. Вы, может быть, даже тезис-план себе будете прописывать за и против на бумаге, потому что нужно именно какое-то время уделить вот этому рационализму. У кого-то вопросы, как ваши планы и достижения будут пересекаться с личной жизнью. Такое я тоже допускаю. Вы можете, кстати, правду узнать о каком-то, правда, человеке. Или вот, как я сказала, кто-то вам будет объяснять. Тогда держите тоже марку. Ну, где-то марку молчания, так и хочется сказать, и еще раз добавить. Потому что, ну, вот молчание золото по какой-то причине. А вот почему? Да на кону у вас не только солнце, а победа. И победа — это не расслабишься. Опять же, я уже об этом многократно говорила. Вам придется потом собственные победы сохранять. И это и внимание, и настойчивость, и, ну, может быть, и личные амбиции тут на первый план не нужно проталкивать, продавливать, потому что рядом Верховная Жрица. У вас может быть и правда какая-то метаморфоза, когда вы не видите возможности. Я такое допускаю. У вас как будто на кону победа, а кто-то может подумать, а у меня прежде не получилось и теперь не получится. Все-таки у нас же служанка в ожидании. И кто-то, кому-то надоело это ожидание. И может быть оно-то где-то даже логично. Но бывает нам такую шутку с нами, шутит судьба, когда за 5 минут до победы мы от чего-то отказываемся потому что нам надоело ждать или закончилось терпение. Ну, сложные карты, я буду благодарна вашим комментариям. Ладно, давайте тогда что на финансы? Тут у каждого какая-то своя ситуация. У кого-то перезагрузка по заработкам. Окончание. Окончание может быть прежнего источника дохода. Или когда вы понимаете, вот теперь, да, я не могу полностью рассчитывать на одну какую-то прибыль. И для меня просто жизненно необходимо какой-то вторичный доход. И вы, вот знаете, так здраво, это будет вот то, что я все говорила. Ведь это не про смерть, надеюсь, все правильно понимают, это карта трансформации. У вас какая-то трансформация происходит. И даже если вы слышите какие-то новости, вас это вынуждает от чего-то самим отказываться. Это не происходит просто так. Теперь какой-то другой или альтернативный вариант источника дохода. Может быть, для кого-то вот так рационально нужно подойти, и фортуна все-таки. Вам нужно подойти к решению вопросов о финансах, когда нужно изучать, иногда король мечей об изучении может говорить, или учреждение образования. Мы вынуждены идти учиться. И не буквально, может быть, мы шагаем в какой-то класс, но мы должны это сделать для победы. Или изучить, как знаете, новые системы взаиморасчета. Весь мир ожидает, что будет, да, меняться система сама где-то на более глобальном уровне. И даже если мы сейчас-то этого не видим, поверьте, мои дорогие водолеи, Плутон уже в вашем знаке зодиака какое-то время и Уран в Близнецах. В принципе, еще и Уран будет делать в Телец возвращение на несколько месяцев. И вот эти все энергии, они для нас складывают, и оно в мире происходит, когда будут меняться электронные системы взаиморасчета. И кто-то к этому банально не готов. И, может быть, вам нужно понимать, если вы, вот даже я для примера, вы ходили, получали, ну, я на таком самом простом примере, пенсию куда-то, да, ну, допустим, именно как кэш, наличными. А теперь этого не будет. Теперь нужно понять, как мне взаимодействовать с карточкой. Или, а что такое, как работает приложение. А как в этом приложении еще не нажать на какую-нибудь баннерную рекламу,
и не попасться на удочку мошенникам. Вот, понимаете, тут есть такой очень тонкий нюанс, что что-то завершается, будет меняться. С чем это связано? Но нельзя что-то прошляпить. Я всегда говорю, принцесса мечей– это прообраз Медузы Горгоны. Ссылка будет в описании к видео на моем сайте. Есть такая статья, прочитайте, вы будете понимать, что это за энергии нам передают карты. Ведь карты имеют очень давнее прошлое, все построено на символах. Как известно, Медуза Горгона прекрасная была дева, которая была превращена Афиной Палладой в ужасное чудовище. А почему? А пострадала, потому что из-за своей наивности и доверчивости. Вот, мои дорогие, никакой наивности и доверчивости. И это вам на финансы. Будьте внимательны к кошелькам, и к сумочкам, и к платежным системам любым, может быть, паролям аккаунтов. Вам нужно менять, видимо, в ближайшие дни микроскоп, то есть то, что вблизи, на бинокль. Вот такие энергии – это на финансы. Не расслабишься. У вас такие старшие арканы, которые какую-то перезагрузку в вашей жизни, ну, как бы подсказывают, она происходит, судьбоносная. Поэтому нужно идти как минимум в ногу со временем. Перекладывайте на себя, мои дорогие и любимые водолеи. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за вашу спонсорскую поддержку и помощь. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.